Друзья, привет всем, кто изучает русский язык с каналом Русторис. С вами снова Андрей с новым рассказом. Сегодня я прочитаю вам впечатление иностранца о плюсах и минусах жизни во Вьетнаме. Итак, поехали. Я всегда хотел жить в тепле и у моря. Решиться мне было очень легко, ведь идея о переезде в другую страну не покидала мою голову в течение 2 лет. В один момент я понял, что чем дольше я буду копить деньги и готовиться к переезду, тем меньше вероятность того, что он случится. Поэтому я купил билеты и через 1,5 недели вылетел из России, взяв с собой $5000. Когда я выбирал место для переезда, я рассматривал несколько вариантов, среди которых были Таиланд, Филиппины и Вьетнам. Остановился на последнем варианте по 2 причинам. Первая, я уже был здесь, а вторая – бурно развивающаяся сфера туризма в стране. Первое, что меня поразило в стране, это жизнерадостность людей. Здесь все довольны тем, что имеют, а не как в России, когда недовольны всем, имея многое. Наши менталитеты отличаются очень сильно. Вьетнамцы не привыкли думать далеко наперед. Наверное, потому что у них нет холодной зимы, и можно жить здесь и сейчас. Главное правило Вьетнама – не успел сделать сегодня, сделаешь через месяц. Местные считают постыдным просить милостыню. Работают абсолютно все. Даже если у вас пытаются попросить деньги, то взамен они вам оставят упаковку жвачки либо конфеты. Таким образом, вы не дали им денег, а купили у них что-то. Пережить разлуку с близкими мне помогает Skype. Также у моей семьи есть возможность часто приезжать ко мне в гости, которой они активно пользуются. На данный момент я работаю в 3 местах. Моя основная работа – серпентолог. Так называется специалист по змеям. Есть еще дополнительная подработка. Это фотография и перепродажа мотоциклов. Свободного времени у меня не так много. Когда выпадает свободный день, то я хожу на пляж, играю в бильярд или путешествую по региону. Время от времени я езжу в Куала-Лумпур, чтобы получить порцию новых впечатлений. Как во Вьетнаме относятся к русским, да и вообще к людям европейской внешности? Во Вьетнаме очень любят людей с белой кожей. Для них это символ аристократии, а загорелое тело, наоборот, признак нищеты и того, что ты работаешь на улице весь день. Русских туристов здесь очень много и относятся к ним очень хорошо. Вьетнамский язык достаточно сложный. Это язык множества тональностей, которые жители других стран, возможно, даже не отличат. Например, слово «бан» в зависимости от интонации его произношения
может означать гора, стол, автомобиль и еще несколько значений. Тем не менее, за полгода мне удалось выучить примитивные фразы, которые помогают мне в повседневной жизни. Кроме этого, всегда выручает знание английского. Кухня Вьетнама сильно отличается от русской. В основном это рис во всех его проявлениях. Здесь очень просто питаться правильно, потому что есть огромный выбор овощей и фруктов по доступным ценам. Мы вместе с товарищем снимаем трехэтажный дом. На первом этаже находится кухня и гостиная. Второй этаж – спальня. Третий – терраса на крыше, на которой можно делать барбекю. Аренда составляет примерно $650 в месяц. Стоимость жизни обсуждать трудно. Каждый имеет различные потребности и возможности. Но я думаю, что большинство русских, которые здесь живут, тратят от 300 до $500 в месяц. Вьетнам – восточная страна, и коррупция здесь процветает. По шкале из 10 – 11. Но при этом очень низкий уровень коррупции среди высокопоставленных чиновников. Здесь это строго карается законом. Все остальные мелкие госслужащие или стоящие на дорогах полицейские будут очень рады получить лишний $1. Если коротко, то плюсы Вьетнама – это лето круглый год, изобилие здоровой пищи и жизнерадостность местного населения. Минус – непредсказуемость погоды, медлительность местных жителей, массовое несоблюдение правил дорожного движения. Я планирую пожить во Вьетнаме несколько лет. Страна вполне комфортна для жизни. Но жить здесь всегда я не собираюсь. Я хочу посмотреть мир. В качестве следующего места жительства рассматриваю Гонконг. Но могу сказать, после Вьетнама моя жизнь точно не будет прежней. Один из самых больших плюсов для меня – я стал спокойнее и перестал нервничать по мелочам. Друзья, а не возникают ли у вас мысли о переезде в другую страну? Или, может быть, вы уже не раз меняли свое место жительства? Буду рад, если напишите о вашем опыте в комментариях. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели это видео. Огромной вам удачи и пока!